Для укрепления силы хвата сегодня нам понадобится турник, полотенце и еще пару незамысловатых вещичек. В конце ролика бонус. Так, первое в нашем комплексе упражнений – это перехваты в висе на согнутых руках. Если сильно тяжело, можно начинать с виса на прямых руках. Руки располагаем поближе друг к другу и либо просто отпускаем на пару секунд одну руку и так чередуем, либо перехватываемся на согнутых руках прямым и нижним хватом. Тут еще дополнительно будут укрепляться сухожилия, если руки согнуты, а это в будущем защитит от возможных травм. Когда сильно легко, можно делать это с дополнительным весом на поясе. Если вы уверены в своей взрывной силе, можно со временем усложнить и делать такие перехваты с хлопками или одновременно отпускать две руки и перехватываться с прямого на нижний хват. Делаем в районе 5-8 повторений, можно довести до 10, но тут важно обязательно оставлять хороший запас, чтобы точно были силы перехватиться. Выполняем по 3-4 подхода и перерыв лучше выдерживать подольше, 3-5 минут, когда почувствуете, что сможете выложиться в новом подходе. Вообще крепкий хват помогает нам больше раз подтянуться, сделать какие-либо силовые элементы, подтягивания на одной руке или будет проще балансировать в стойке на руках. Вы сможете поднять больший вес на штанге, ну и в быту это тоже пригодится. Еще упражнение для укрепления хвата – это накручивание рукоятки с весом. Вкручиваем как на себя, так и от себя. Это укрепляет и предплечье. Как соорудить такую штуку? Или пойти в строительный и купить черенок от лопаты и веревку. Или поищите, может быть, дома есть какая-то трость. В идеале нужно проделать отверстие по центру. А вообще можно и туго завязать на несколько узлов. Просто в таком случае, чем больше будет вес, тем больше будет прокручиваться веревка на рукоятке. Можете сначала сделать несколько холостых намоток, чтобы зафиксировать, а дальше уже поднимать вес и накручивать. Начать можно с баклашек с водой, а потом уже если есть гантели или гири. Поверьте, даже небольшой вес и длина троса чуть более полуметра после 2-3 подъемов уже дадут ощущение забитости в ваше предплечье. Начните с 4 подъемов в одном подходе, 2 на себя и 2 раза закручивая от себя. Таких 2-3 подхода. Давайте дальше разбираться с еще 3 упражнениями, включая и статику. А в конце расскажу, как их совмещать с основными тренировками. Ребят, если вы недавно начали тренировки, либо давно занимаетесь и застряли, хотите быстрее прогрессировать, наверняка у вас накопились много вопросов, и вам будет интересен мой опыт и ошибки. Я тренируюсь с 2011 года и подготовил для вас электронную мини-книгу. Там описаны практичные вещи по тренировкам, сделанные мной ошибки и приведен рацион питания. Если хотите поддержать канал, заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я отправлю книгу каждому за поддержку донатом на символическую сумму, и это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. Ну и пишите в личные сообщения, если нужна программа тренировок на рост ОФП, похудение, набор массы или изучение силовых элементов. Двигаемся дальше к сюжету. Следующим упражнением идут подтягивания на полотенце. У каждого дома найдется такое. Скорее всего, вы сделаете в раза 2 меньше подтягиваний в сравнении от обычной перекладины. Рывки тут исключены. Подконтрольно поднимаемся и держим ноги в напряжении, чтобы в случае необходимости спрыгнуть. Тут тоже лучше до отказа не доводить. Останавливайтесь за пару повторений, а в конце подхода можно висеть на 2 руках. Просто перебросьте полотенце через турник и вперед. Прогрессией со временем будет вис на более плотном полотенце, либо удержание и вовсе на одной руке, что является моим любимым. Выполняйте подтягивания и стремитесь подбирать нагрузку для равного количества раз в каждом подходе. Например, делаем 8, 8, 6, 5 и постепенно пытаемся выровняться в отстающих подходах. И добавляем или количество раз, или повышая нагрузку, например, более толстое полотенце. Если висом на одной ровной руке вас не удивить, то продвинутый вариант – это вис на согнутой в локте руке на время. Или на ровной руке, но на кончиках пальцев. В данном упражнении я бы висел до отказа, только не расслабляйте ноги и будьте готовы спрыгнуть в любой момент. На 2 подхода тут будет достаточно для каждой руки, если это вис на одной. Статическую работу с полотенцем или твердыми предметами тоже не стоит игнорировать. Это тренирует силу сжатия и сухожилия. Примером упражнения может быть скручивание полотенца.
Делаем на самосопротивление. Одной рукой мешаем другой, напоминает выкручивание белья. Можно делать как с паузами, так и держать такое сопротивление на статику, на время, и равномерно прикладывайте усилия к каждой руке, чтобы не переборщить с нагрузкой. Сделайте 2-3 подхода, а количество времени, пока есть силы, но не стоит сдавливать до полного обессиливания. Давайте разбираться, как часто это все выполнять для результатов. Важно не ошибиться, подбирая упражнения. Не каждая тренировка хвата позволит развить нужные нам качества. Например, если вы хотите больше подтягиваться и соскальзываете, а сила в руках еще есть, то первое, что приходит в голову, это тренироваться с экспандером. И это будет не совсем подходящей нагрузкой, так как идет сжатие, а не статическая работа. А вот лучше для этого подтягивания на полотенце или более толстой перекладине. Возможно, даже подберите себе расширители. Их можно использовать как на перекладине, так и в занятиях со штангой, гантелями. Лайфхак: если не хочется тратить деньги, то предлагаю накрутить полотенце на турник. Тем самым вы сделаете его более толстым, и он еще теперь будет вращаться. Беремся аккуратно, сжимаем кисть и плавно подтягиваемся. Такие направленные тренировки хвата лучше не проводить чаще, чем в 7-10 дней, потому что связки, сухожилия должны успеть восстановиться, а им нужно больше времени, чем мышцам. Да и в другие дни вы же будете делать другие тренировки, где хват тоже напрягается. Поэтому нагрузка один раз более чем достаточно. А замерять результаты стоит именно в тех упражнениях, в которых мы тренируем. Из-за направленности нагрузки, например, больше подтянуться, дольше провисеть, поднять вес и так далее. Если же ваш хват уже достаточно сильный и вы уже почувствовали прогресс в основном виде спорта, то можно проводить не отдельные тренировки, а в рамках какой-то из основных. Например, делать плановые упражнения с расширителями или полотенцем. Вообще хват бывает щипковый – это сила пальцев, поддерживающий – это удержание штанги, вис на перекладине, и сдавливающий. Например, сжимаем экспандер, гнем предметы, жмем руку. А если в бытовых делах нам нужно открыть банку, бутылку, то тут будет смесь щипкового и сдавливающего. А у кого есть доступ к лазанию на канате, это вообще must have. Проработать можно все, что нужно. А бонусом для удобного закрепления материала в телеграм-канале Владарович я оставил текстовую расширенную версию сказанного в сюжете. Также у нас там совместный чат для обмена опытом с другими атлетами, которых уже более 3000 человек. Там я регулярно публикую дополнительные полезности к выпускам на YouTube. Заглядывайте по ссылке в описании, пообщаемся. И помните, контент создается для вас, поэтому вопросы по видео, идеи для новых роликов пишите в комментарии. Нажимай на плейлист на экране и смотри другие полезные видео. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Автор сюжета Владарович.